Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал The Handmade. Это третья заключительная часть видео мастер-класса «Кролик-зайка». Вяжем туловище. Я вяжу однотонного кролика, поэтому буду вязать основным цветом. А те, кто из вас вяжет кролика в штанишках, берите пряжу цвет штанишек. И с первого ряда по 13 включительно вяжите цветом штанишек. Итак, берем плюшевую пряжу, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 7. Провязали первый ряд, далее вяжем второй ряд. В этом ряду вяжем 7 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Провязали, новый ряд можно отметить маркером, следующий ряд по счету третий. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так вяжем до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 21. Провязали, новый ряд отметили маркером. Следующий ряд, четвертый. В этом ряду вяжем так: 2 столбика без накида плюс 1 прибавка. Так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 28. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд, пятый. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 3 столбика без накида, 2, 3 плюс 1 прибавка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 35. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 7 рядов вяжем без изменения с 6 ряда по 12 включительно. В каждом ряду по 35 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 13. В этом ряду вяжем так: в начале ряда вяжем 8 столбиков без накида, 2, 3, 8. Далее вяжем 2 убавки подряд. Провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. Первая убавка. Далее вяжем вторую убавку. И теперь на первую убавочку, на эту петлю, мы повесим маркер. Можно пластиковую, можно взять неплюшевую пряжу и сделать отметочку. По этим отметочкам мы потом будем ориентироваться, где нам правильно вывязать голову и зафиксировать ножки. Итак, провязали 2 убавки. На первую убавку мы пристегнули маркер. Далее вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так повторим всего 4 раза. Провязали, вяжем еще одну убавку. На эту петлю фиксируем маркер. И до конца ряда вяжем 9 столбиков без накида. Те, кто вяжет кролика в штанишках, 9 столбик не довязывайте до конца и перейдете, довяжете его основным цветом.
Провязали, новый ряд отметили. В 13 ряду со всеми убавками у нас должно получиться 28 петель. Следующие 4 ряда с 14 по 17 включительно вяжем без изменения. В каждом ряду по 28 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 18. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 21. Провязали, вытянем слегка петлю и на этом этапе наполним наполнителем. Те, кто вяжет игрушку с суставным креплением, не забудьте зафиксировать ножки. Да, кстати, вот мы отметили маркерами там, где мы делали убавочки, это у нас верх. Вот таким вот образом, вот это вот низ, это верх игрушки. И вот смотрите, по первой игрушке вот на таком уровне я фиксировала, пришивала ножки. А на суставном креплении фиксировать где-то надо будет, на мой взгляд, 3 ряда вниз. Вот если считать от этого края, где-то 3 ряда вниз и где-то на этом вот уровне фиксировать. Вот. И верхний край ориентироваться по маркеру. Продолжаем наше вязание. Следующие 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 21 столбик без накида. С 19 ряда по 22 включительно. Провязали, по ходу вязания наполнили еще наполнителем. И у кого ручки игрушки на суставном креплении, фиксируем их сейчас. Ориентируемся по ножкам. Я эти детальки пришивала практически на одном уровне. Если вот ориентироваться по этим краям, они на одном уровне. Следующий ряд 23. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида, 1 убавка. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Провязали. Следующий ряд 24. Это последний ряд. В этом ряду мы вяжем 7 убавок подряд. И итоговое количество петель у нас должно получиться 7. По ходу вязания дозаполним туловище игрушки наполнителем. Провязали. Рабочую нить протягиваем, отрезаем ее, оставляя хвостик длиной сантиметров 10, и этим хвостиком стягиваем вот это вот отверстие, обвивая каждую петлю хвостиком и подтягивая. Далее вывяжем голову. Голову будем вывязывать в 22 ряду. Вот смотрите, вот здесь вот оно, серединное отверстие. Это у нас последний ряд, 24. Следующий ряд 23. Это как бы считаем назад, да. И вот в 23 ряду начинаем вывязывать голову. Вывязывать будем прямоугольником. То есть вот он у меня 24 ряд, 23 и 22. Вывязывать будем, ориентируемся по этим маркерам, чтобы равномерно вывязать. Вяжем здесь 4 столбика без накида. Далее поднимаемся, идем в эту сторону, вяжем 6 столбиков без накида. Заворачиваем, вяжем 4 столбика без накида и спускаемся к первой петле, вяжем также 6 столбиков без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 20. Вывязывать эти петли желательно крючком меньшего размера, но при этом рабочую нить сильно не натягиваем, чтобы мы потом легко могли вязать основным крючком.
Итак, берем плюшевую пряжу основного цвета и фиксируем ее в 23 ряду. Только не посерединочке, а как бы оставляя место. Здесь у нас будет первая петля и следующие 3 петли. Итак, фиксируем соединительной петлей. Далее туда же мы вяжем первый столбик без накида, рабочую нить сильно не натягиваем. Далее рядышком мы захватываем столбик, вяжем второй столбик без накида, вяжем третий столбик без накида и четвертый столбик без накида. Смотрим, что у нас получилось. Да, все вроде бы равномерно. Теперь вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6 столбик без накида. Провязали. Теперь заворачиваем в эту сторону, вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Теперь спускаемся к первой петле и вяжем 6 столбиков без накида. 1 и вяжем последний столбик без накида. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 20. Возвращаемся к основному крючку. Следующий ряд у нас второй, и в этом ряду вяжем 20 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 40. Да, кстати, новый ряд можно было отметить маркером. Провязали, новый ряд отметили. Начальный хвостик пряжи прячем вовнутрь вязания, чтобы он не мешался. И на данном этапе вот так это все выглядит. Далее 8 рядов будем вязать без изменения. С 3 ряда по 10 включительно. В каждом ряду по 40 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 11. В этом ряду вяжем так: 8 столбиков без накида, 3, 4, 8 плюс 1 убавка. Такую комбинацию повторяем до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 12. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 4 столбика без накида, 3, 4 плюс 1 убавка. Так повторяем до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 30.
Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 13. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 3 столбика без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили, вытянем слегка петлю и на этом этапе наполним голову игрушки наполнителем. Далее фиксируем глазки и носик. Глазки фиксируем между 9 и 10 рядами на расстояние друг от друга 7-8 столбиков. Носик фиксируем между 7 и 8 рядами ровно посерединочке. Глазки я уже зафиксировала, а носик нет. Все-таки я решила, что белому кролику лучше розовый носик, поэтому готового у меня носика нету. Носик я для этого кролика буду вышивать плюшевой розовой пряжи в цвет тонировки ушек. Носик я вышью, когда полностью закончу вязание головы. А сейчас давайте затонируем ушки. Одно ушко я уже затонировала, и сейчас вместе с вами затонируем второе. Тонируем внутреннюю сторону ушка. Вот так вот складываем. Вот она у нас лицевая сторона, это изнаночная сторона, и она будет внутренней стороной ушка. Берем небольшой кусочек бумаги, карандаш, цвет тонировки, и рисуем. Готово. Теперь можно тонировать ушко. Ушки затонированы, теперь мы будем их ввязывать в голову игрушки. Следующий ряд у нас 14. В начале ряда вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 9 столбик без накида. Берем одно ушко, складываем таким образом, так, чтобы одна петелечка у нас осталась беспарной. Мы ее будем ввязывать одну. Вот, получается как бы такой вот сверху нахлест. Вот таким вот образом будет. И ушко провяжем вместе с головой 4 столбиками без накида. Помогать себе можно крючком меньшего размера. Итак, первую петелечку, вот в этом ряду у нас 8 петель. Первую петелечку мы провязываем одну. Подхватываем петлю на ушке, петлю на голове игрушки, протягиваем рабочую нить и провязываем первый столбик без накида. Далее мы вяжем, захватывая одну петлю на ушке. Далее подхватим петлю, которая напротив нее, тоже на ушке, и петлю на голове игрушки. Вот у нас 3 петелечки, протягиваем сквозь них рабочую нить, провязываем второй столбик без накида. Далее также подхватываем 2 петли на ушке, одну петлю на голове игрушки и провязываем третий столбик без накида. Далее на ушке у нас осталось 3 петелечки. Мы подхватим 2 петли, которые друг напротив друга, а вот эта крайняя петля, она пусть останется не задействованной вязанием. Подхватываем петлю на голове игрушки и провязываем 4 столбик без накида. Далее по голове игрушки вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 8. До конца ряда у нас остается 3 петли. Ушко мы ввязываем 4 столбиками без накида, поэтому 4 столбик мы будем провязывать в первую петлю нового ряда. Итак, берем ушко и складываем так же, как и первое, с таким вот нахлестом. И начнем теперь с крайних петель ввязывания ушка.
Итак, на этом краю у нас 3 петли. Крайняя петелечка у нас не задействована в вязании. Подхватываем 2 петли, которые находятся друг напротив друга, петлю на голове игрушки и протягиваем сквозь все петли рабочую нить. Провязываем первый столбик без накида. Далее подхватываем на ушке 2 петелечки. На голове игрушки подхватываем 1 петлю, протягиваем рабочую нить, провязываем второй столбик без накида. Подхватываем 2 петли на ушке, петлю на голове игрушки и провязываем третий столбик без накида. Так, далее у нас начинается новый ряд. Подхватываем петлю на ушке, петлю на голове игрушки, протягиваем рабочую нить, но пока столбик не вяжем до конца. Далее вот здесь вот петелечка крайняя, это у нас петелечка от обвязки. Мы ее тоже подхватим, чтобы она у нас не торчала. Заведем крючок, подхватим ту же петлю на голове игрушки, протянем рабочую нить. И теперь у нас на крючке 3 петли, провязываем их вместе. Следующий ряд 15. В этом ряду мы будем вязать такую комбинацию: 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Первый столбик мы провязали, вяжем второй столбик и 1 убавку. Так повторяем до конца ряда. Вяжем 2 столбика без накида плюс 1 убавка. И итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 16. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так вяжем до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. По ходу вязания наполняем голову игрушки наполнителем. Вяжем последний ряд, 17. В этом ряду вяжем 6 убавок подряд. И итоговое количество петель у нас должно получиться 6. Провязали, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя хвостик длиной 10 сантиметров. И этим хвостиком стягиваем вот это вот отверстие. По поводу хвостика, я все-таки решила хвостик не вязать из ворсистой пряжи, а сделать помпон. Мой супруг не смог найти турецкую пряжу панда, она более ворсистая. В том районе, где он работает, он смог найти только Alize Softy Plus. И это даже еще лучше. Почему? Потому что из этой пряжи я решила сделать помпон. И хвостик получается более, я его уже сделала и уже даже зафиксировала на зайке, но просто вам сейчас хочу рассказать, как я его делала. Просто вот намотала вот так вот на ладошку побольше пряжи, далее сняла вот этот кусочек, я отрезала. Сейчас не буду отрезать, потому что у меня уже, как я говорила, готовый помпончик есть. Не плюшевой пряжей, прочной пряжей я вот это вот перевязала, и потом вот эти вот все кончики разделила, разрезала. И вот что у меня получился. Вот такой вот хвостик. Вот именно хвостик хорошенький, красивенький получается из Alize Softy Plus, либо можно использовать Alize Softy. Есть еще в Гималае тоже, я вот забыла, как он называется. Когда-то покупала пряжу, она такая же, как Alize Softy, но только еще немножечко тоньше. Но точно так же
она вот так вот немножечко кучерявится. Вот, если вот сделаете из подобной пряжи, может, других марок есть подобная пряжа, то это будет просто идеально. Посмотрите, какой симпатично получился хвостик. Итак, продолжаем. Далее фиксируем, пришиваем все детальки. Для начала ручки, ножки фиксируем вот такими вот булавочками, только обязательно ведем им счет, потому что они маленькие, чтобы, не дай бог, они не утонули в игрушке. Итак, фиксируем булавочками, стараемся так, чтобы вот эти вот края были на одном уровне и вот с таким вот наклоном. Ориентируемся по вот этим маркерам. Вот так. И с другой стороны тоже. Наискосочек все зафиксировано. Смотрите, здесь на каком расстоянии. Здесь где-то, если вот по этому ряду считать, где-то 6 столбиков между ножками. Я уже ручки, ножки пришила. Пришивала я также не плюшевой пряжей. У меня вот такая вот есть пряжа. Я не знаю, из чего она сделана, но она очень плотная. Этикетку я давным-давно потеряла, поэтому я даже не помню, какой фирмы. Она очень плотная. Вот, это хорошо вот ее как раз пришивать разные детальки. Вот так вот все деталечки у меня пришиты. Таким вот образом, вот так это все выглядит. Зайка, кстати, может сидеть так, может так стоять. И еще, когда привяжем морковочку, еще может опираться на морковочку и быть вот в таком вот приподнятом положении. Итак, далее вышьем носик. Носик вышьем между 7 и 8 рядами. Заведем вот здесь вот сбоку и сделаем таким вот маленьким треугольничком. Вот у меня серединное углубление. Я вот здесь вот сбоку заведу. Подтягиваем. Здесь оставляем небольшой хвостик. И теперь вот так сделаем. Вот такой вот хвостик получился. Пряжу протягиваем на противоположную сторону от этого хвостика. С хвостика снимаем плюш и завязываем на узелочке на задней стеночке подходящей петли. Прячем вовнутрь вязания. Как я прячу те или иные хвостики, я подробно показываю в вязальном видео шпаргалочки. Ссылочку на это видео я оставлю в описании под этим видео. Далее сделаем утяжку мордочки. Итак, заводим иглу между вторым и третьим рядами. Выводим 1, 2, 3, 4 столбика в сторону от глаза. Подтягиваем. Здесь оставляем хвостик для того, чтобы было можно подлиннее, чтобы удобнее было затягивать. Далее заводим иглу между 8 и 9 рядами, ориентируемся по нижнему краю, то есть в том же ряду, что и выводили иглу, завели вот здесь вот рядышком с краем носика и выведем через столбик рядышком с первым хвостиком пряжи. И теперь помогаем пальчиками, хорошенечко все это подтягиваем, так, чтобы у нас вот эта вот нить спряталась в вязании, чтобы она была не видна. И завязываем это на узелочке. Завязали на узелочке и нить отрезаем, оставляя небольшие хвостики, которые спрячем вовнутрь головы игрушки. И со второй стороной делаем точно так же. Заводим иглу. Здесь мы выводим сверху над носиком. И заводим 1, 2, 3, 4.
на расстоянии 4 столбика в сторону от глаза и выводим к начальному хвостику через столбик. Подтягиваем и завязываем на узелочке. И сделаем еще одну утяжечку в районе глаз, боковую утяжечку. Вот так немножечко утопим глазки. Итак, берем швейную иглу, прочную нить и заведем через столбик в сторону от глаза. Вот так. С внутренней стороны подхватываем столбик и выводим иглу. Подтягиваем, здесь составляем хвостик. Далее поднимаемся вверх, захватываем вот эти вот 2 ряда. Далее выводим в том же районе у второго глаза. Далее спускаемся вниз, захватывая 2 ряда, выводим через 2 столбика. Так вот, поднимаемся наверх, захватывая 2 ряда, и в том же районе выводим у второго глаза. Здесь тоже спускаемся вниз на 2 ряда и выводим к первому хвостику. Теперь иглу снимаем, подтягиваем, помогаем пальцами и делаем утяжку. Только будьте осторожны, чтобы не порвать наше вязание, наши столбики вязальные, вязаные. Вот так вот все подтягиваем хорошенечко и завязываем на узелочки, отрезаем лишнюю нить и прячем вовнутрь головы игрушки. Далее вышьем реснички. Как говорится, следите за моими руками. В принципе, здесь ничего сложного нету. Далее, кто вяжет кролика более темной пряжей, то вышиваем у глаз белки. Я этого делать не буду, потому что на белом кролике это делать бесполезно. Далее вышьем полосочку под носиком. Так, легче будет завести иглу под носиком и вывести вот в этом углублении. И еще один раз. Теперь слегка затягиваем и завязываем на узелочке. Так, сейчас я лишнее отрежу. Старайтесь так завязать хвостики, чтобы узелочки попали прямо в само углубление. Так их будет легче потом спрятать. Берем вот такой вот крючок или что-то подобное ему, и той стороной, где у нас нет крючка, делаем щечки, придаем форму щечкам, более пухлую, то есть с внутренней стороны, с задней части на переднюю сторону подтягиваем наполнитель. Только делаем это очень осторожно, потому что внутри у нас проходят нити утяжки, чтобы их не порвать. И по поводу ушек, расстояние между ушками. Одна из волшебниц крючка по имени Ирина хочет, чтобы ушки были чуточку ближе друг к другу. И я обещала показать, как это можно сделать. Делаем это швейной нитью, швейной иглой, захватывая столбик на ушке, столбик на голове игрушки. Вот в этом месте мы вот так вот это все хорошенечко подтягиваем. И на втором ушке тоже. И вот так вот ушки будут намного ближе друг друга. Этот вариант тоже хорошо подойдет и тем, у кого, допустим, получилось так, что ушки не стоят, а лежат. Такое часто случается,
и в других мастер-классах, допустим, в единорожке. У меня недавно был вопрос, как сделать так, чтобы ушки стояли, потому что они получились лежачими. Вот таким вот методом и делаем. Давайте сейчас я одно ушко сделаю, покажу вам наглядно. Так, захватываем столбик на голове игрушки. 1 или 2 на ваше усмотрение. И на ушке. Вот так вот подтягиваем, завязываем на узелочек. Вот я уже подтянула, завязала на узелочке, и вот ушко приподнялось. Сейчас сделаю со вторым ушком то же самое. Ну вот, мои дорогие волшебницы и волшебники крючка, наш с вами кролик-зайка полностью готов. Обратите внимание, я на этом кролике вышила нижние реснички, потому что мне показалось, что без них она не настолько мимишная получилась, как, допустим, вот этот вот кролик. Я очень надеюсь, что у вас все получилось. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много интересных видео мастер-классов. Всем пока-пока!